Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим инструмент MetaTrader 4 под названием каналы Fibonacci. И узнаем, что же такое каналы Fibonacci, для чего они нужны и как при помощи них искать торговые сигналы. Итак, чтобы построить на графике выбранной валютной пары каналы Fibonacci, нам понадобится зайти в меню MetaTrader 4, вставка, каналы, Fibonacci. Как построить правильно каналы Fibonacci? При нисходящем движении нас интересуют точки отбоя или точки остановки при развороте тренда. Поэтому строятся каналы Fibonacci по двум минимумам. При нисходящем движении, еще раз замечу. При этом мы находим параллельную точку, например, точку максимума. Желательно, чтобы это была максимальная точка, если уже движение завершилось. То есть мы строим через два каких-то минимума последовательных и максимальную точку. При этом мы получаем проекцию нашего канала в соотношениях Fibonacci. То есть первый уровень 61,8, 100%, 161,8, 261,8% Fibonacci. При этом мы можем добавлять какие-то уровни. Например, добавить уровень, грубо говоря, пусть уровень, например, 123. Значит, мы набираем 1,23, 1,23 и 123% по Fibonacci. Выбираем цвет, допустим, если нас устраивает проекция Fibonacci, значит какого-то цвета можем поменять, например, на зеленый. Сами уровни, например, можем поставить красным. Задали дополнительный уровень. Можем поставить отображение, на каких уровнях мы хотим видеть этот канал. Нажимаем ОК и видим, что цвета поменялись. И у нас добавился уровень 123% по Fibonacci. Точно так же, если мы этот уровень не используем, мы можем зайти в свойства и удалить его. Как мы видим, этот уровень удален. Если мы имеем восходящее движение, то точно так же берем вставка, каналы, Fibonacci. Теперь мы строим по двум максимумам. Переносим параллельную линию по, допустим, какому-то минимуму. И видим проекции. То есть, как мы видим, цена, например, пробивает Fibonacci. Уровень 61,8% является хорошей точкой сопротивления при этом канале. Мы видим, что цена четко отбивается. Далее идет снова к нашему каналу, тестирует его. Уже пробой Fibonacci дает следующую точку остановки 100%. Цена колеблется в этих пределах. Пробой нашего уровня позволяет цене на уровне 161,8% по Fibonacci. Опять же дает точку остановки. И как мы видим, эти уровни, параллельные нашему каналу, являются линиями сопротивления для цены, для дальнейшего разворота тренда. Поэтому, например, если мы торгуем на отбой, мы можем приблизительно брать на 61,8, ставить ордер на покупку, ниже уровня ставить стоп-лосс и так торговать. Точно так же на графике можно и совмещать каналы Fibonacci и при этом получать какие-то точки входа. Например, находим две точки, строим параллельную линию и замечаем, что, например, у нас к нисходящему движению мы имеем уровень 261,8%. И практически в этой же точке мы на пересечении к восходящему каналу получаем нашу вторую точку. То есть пересечение уровней Fibonacci дает нам более четкий вход в рынок. Но честно хочу сказать, что я лично эти уровни не использую в своей торговле, так как не всегда они подходят и нравятся мне как линии для прогнозирования цены. Именно поэтому я в основном использую параллельные каналы. Если у вас лично есть желание пользоваться каналами Fibonacci, пожалуйста, пользуйтесь, находите закономерности и торгуйте. С вами был Алексей Лобода. Спасибо за внимание. До свидания.